Всем привет, ребята! У меня для вас свежая порция инсайдов по Whiteout Survival. Разработчики явно решили встряхнуть игру. Возможен выход нового уровня войск и новые уровни снаряжения губернатора. Мы с вами попытаемся разобраться, почему это может произойти. Помимо этого, мы с вами пройдемся по Рассветной Академии. Есть небольшое обновление информации, с которой я хочу с вами поделиться. Сегодня мы все это подробно разберем. Посмотрим, что реально может изменить баланс игры и как это скажется на каждом из нас. Так что теперь присаживайтесь поудобнее и давайте начинать. Сегодня у нас будет немного нестандартный ролик. Мы поговорим исключительно о возможных нововведениях, которые могут появиться в нашей любимой игре в ближайшем будущем. Сразу хочу уточнить, у меня нет ни кума, ни брата, ни свата среди админов, которые сливают инсайды. Все, о чем я рассказываю, основано только на информации из доступных мне чатов. Иногда мы делимся инсайдами среди опытных игроков, которые играют по времени не меньше меня. И, конечно же, из нашего телеграм-канала. Хочу поблагодарить каждого из вас, кто делится инсайдами и активно обсуждает их вместе с нами. Если вы еще не с нами в чате, самое время присоединиться. Мы рады каждому новому участнику. Ну а теперь давайте начинать. В первую очередь я хочу уделить пару слов Рассветной Академии. Как вы все знаете, я уже снимал информацию про данное нововведение. Кто не видел предыдущий ролик, то справа сверху у вас сейчас появилась ссылка. Обязательно ознакомьтесь с видео после просмотра этого ролика. Если вы думали, что будет только один ролик про Академию, то вы ошибаетесь. Я каждый день прокачиваю бустеров и обязательно выложу ролик по приоритетности прокачки каждого из персонажей. Всех 4 бустеров у меня удалось открыть за неделю игры без доната, с использованием дополнительных 20 миссий за алмазы. Касательно улучшения каждого из персонажей, то вы должны понимать, что проще всего улучшать Сирилу. Вот, допустим, на 40 уровне мне необходимо 1040 единиц опыта, а вот того же Рамула на 11 уровне мне необходимо 1980 очков опыта. Из этого делаем вывод, что каждый бустер имеет свой порог улучшения. Сирилу улучшать проще всего. Затем идет Агнес, затем Хольгер, и затем уже идет самый сложный персонаж для улучшения – это Рамул. Сегодня закончился сезон участия в Рассветной Академии на начальных серверах, и сегодня стартовал новый, я имею в виду раздел «Вечный путник». Не исключен вариант был, что могли запустить старт мероприятия на других серверах сегодня, но это не произошло. Так что ожидаем 14 дней, и кто знает, может после окончания этого сезона нам запустят Рассветную Академию и у нас на сервере. Но в любом случае, как только она появится на более новых серверах, я обязательно вам скину обзор и посоветую приоритетность прокачки каждого из бустеров. А теперь давайте обсудим то, ради чего мы с вами собрались. Возможность появления войск более высокого уровня у нас в игре. Как вы все знаете, на сегодняшний день у нас доступно в игре 11 уровней войск. Первые 10 уровней войск вы получаете за счет улучшения лагерей. 10 уровень войск вы получаете за открытие лагеря войск 30 уровня. Затем улучшение показателей ваших войск идет сугубо за счет повышения уровня огненного кристалла. И чем выше уровень огненного кристалла огня, тем лучше показатели. Но я думаю, это так очевидно для всех вас. Касательно войск 11 уровня, то мы их с вами получаем за счет улучшения исследований военной академии, который открывается на 220-й день игры. Мы с вами уже обсуждали военную академию. Кто не видел ролик, то ссылка на видео у вас сейчас появилась в правом верхнем углу. Многие из вас знают, что я играю в эту игру почти 2 года. И при появлении военной академии у меня возможность получить один из видов войск 11 уровня, мягко говоря, была задача не из простых. Не было никаких альтернатив для получения фрагментов кристалла огня, кроме как обмена на сталь по курсу 100 тысяч стали на 20 фрагментов ежедневно. Касательно обмена огненного кристалла на фрагменты кристалла огня по курсу 10 к 13, то этой опцией ребята со слабым донатом, как я, либо вовсе без него не пользовались, так как приоритет был на улучшение топки, где надо немалое количество кристаллов огня. И в целом больше не было альтернативы получить заветные войска хотя бы одного вида 11 уровня. Данная задача была нереальной. Донат я не беру в счет. Всегда была альтернатива покупать пакеты с кристаллами огня, либо с фрагментами кристалла огня. Вот, допустим, данный пакет я беру каждую неделю, так как за такую сумму мне нравится накопление. Так что стараюсь этот пакет брать на постоянной основе. Но тут с недавнего времени нам в одном из последних апдейтов сделали новый раздел военной академии, который называется «Заказы», где у вас есть возможность, даже играя без доната, получать небольшое количество фрагментов кристалла огня и стали. Ну и, конечно же, донат, куда без него. В пакете за $10 у нас есть возможность приобрести пакет «Преимущество эксперта», который позволяет получить фрагменты кристалла огня и сталь для увеличения скорости получения войск 11 уровня. А это уже был первый звоночек для нас. Если вводят альтернативу для получения ресурсов для получения войск 11 уровня, то значит нас будет что-то ждать в будущем. И вот сегодня у нас в игре ввели новую альтернативу получения фрагментов кристалла огня. Это магазин лабиринта. За 50 светящихся камней, которые мы получаем в лабиринте, мы можем получить один фрагмент кристалла огня. По итогу мы получаем за 5000 камней 100 фрагментов. Согласитесь, довольно хорошая цена. С недавнего времени нам ввели ресурсы для улучшения талисмана в этом магазине. Довольно хороший курс для обмена. А касательно приоритетности я не могу решать за всех вас.
У каждого свои приоритеты в покупке. Но в этом магазине я настоятельно рекомендую брать семифрил и, конечно же, с сегодняшнего дня фрагменты Кристалла Огня. Остальные ресурсы уже опирайтесь по ситуации. Лично я тут беру чертежи талисмана, компоненты усиления опыта, ящики удачи со снаряжением героя, так как у меня есть определенный дефицит мифического снаряжения, который мне необходим для улучшения с использованием мифрила. Помимо этого стараюсь брать мифические общие фрагменты героя, и если остаются лишние камни, то беру руководство талисмана. В целом, я могу вам сказать следующее. Данный магазин довольно-таки полезный. Приоритетность у каждого из вас своя. Но я могу вам сказать с уверенностью, что каждый ресурс ценный в этом магазине. Единственное, что бы я не советовал вам тратить с учетом нововведения ограниченного бюджета в виде светящихся камней, это общее ускорение и мифический общий фрагмент украшения. По итогу мы имеем две новые опции получения фрагментов Кристалла Огня. Довольно-таки немалое количество. На моем этапе игры, при появлении военной академии, у меня не было альтернатив. Поэтому у меня была мечта получить войска 11 уровня. Но это было сделать довольно-таки тяжело. Но с добавлением опций, которые мы с вами только что обсудили, стало немного проще это сделать. Помимо этого, хочу обратить ваше внимание на данные навыки. Они отвечают за технологию лечения, тренировки, а также скорую помощь для каждого вида войск. В одном из последних апдейтов администрация ввела дополнительные бонусы, такие как атака, вместимость при отправке и защита. И теперь у нас первый навык уменьшает стоимость лечения войск и увеличивает атаку. Второй навык уменьшает стоимость тренировки войск и увеличивает вместимость отряда. И третий навык сокращает время лечения войск и увеличивает их защиту. Из этих трех обновленных навыков хочу обратить ваше внимание на первый. Уменьшение потребления ресурсов на лечение войск. Каждая СВС либо замок становится для меня мучением, так как мне приходится буквально все свои заначки доставать из рюкзака. Так что я пока что остановился с улучшением лучников 11 уровня и займусь улучшением данного навыка для копейщиков и пехоты, которые у меня уже открыты. Если вы думали, что у вас много ресурсов и не знаете, куда их тратить, то можете поверить мне. При появлении войск 11 уровня это будет ваша одна из главных задач – изучение данного навыка. Если вас интересует информация, какое количество ресурсов необходимо на изучение определенного навыка во всей военной академии, то я оставлю вам информацию в моем телеграм-канале под постом к этому видео, где вы сможете ознакомиться с таблицей, где указано, какое количество ресурсов необходимо для изучения всех навыков, которые доступны на сегодняшний день. К чему я вам это все говорю? Добыча фрагментов Кристалла Огня стала проще. Соответственно, и исследование становится немного проще. Да, это по-прежнему очень дорого и довольно-таки долгий процесс, но этот процесс стал немного проще. Но если администрация вводит такие нововведения и позволяет нам быстрее получать войска, то вы прекрасно понимаете, что нас что-то ждет в будущем. По моему опыту могу сказать, что игроки даже со средним донатом уже сделали два вида войск на моем этапе игры. Есть знакомые, которые играют без доната, которые уже сделали один хотя бы вид войск. Про китов я вообще молчу. У них войска уже давно 11 уровня. По моей информации, да и в целом, за 2 года игры я уже научен таким нововведениям. Если вводят процессы, которые позволяют быстрее нам добывать ресурсы на какой-либо аспект развития, то очевидно, что это будет что-то новое. И по моим оценкам, уже осенью этого года нас будут ждать войска 12 уровня, либо какая-то их альтернатива. Разработчики нам дали первый толчок для скорости изучения войск в виде заказа военной академии. И сегодня добавили еще одну опцию в виде покупка фрагментов Кристалла Огня в магазине Лабиринта. Так что я думаю, ближе к октябрю месяцу нам стоит ожидать анонс. Я вам выразил информацию, которую я получаю с разных источников. Я не сын админа, к сожалению, но общаюсь довольно-таки со многими опытными игроками. И все больше слухов ведет к тому, что осенью нам стоит ожидать апдейт. А вы напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого. Следующее, что мы с вами обсудим, это улучшение снаряжения губернатора. На сегодняшний день вы все знаете, что максимальный уровень снаряжения губернатора – это легендарный уровень C3 3 звезды. В последнем обновлении нам добавили опцию развертывания, где мы можем улучшать наше снаряжение по той же цене ресурсов, но за это получаем еще дополнительные бонусы в виде вместимости при отправке. Поделен каждый уровень снаряжения на 4 секции. Начинается улучшение с легендарного уровня. Мы с вами это уже обсуждали в ролике про снаряжение губернатора. Кто еще его не видел, вы можете посмотреть его у меня на канале. Почему я решил обсудить с вами эту тему? Вы же знаете, что в одном из последних обновлений нам администрация дала возможность улучшать наши талисманы с 11 уровня по 16. Данная функция доступна 7 поколения. И в этом же поколении разработчики нам открыли магазин обмена ресурсов талисманов. Как только запустили данную функцию, то те, кто играет в этом же поколении выше, могли воспользоваться возможностью обменять все наши ненужные руководства талисманов на чертежи талисманов, так как руководства были в достаточном количестве, а вот чертежи всегда были в дефиците. Помимо этого, администрация добавила несколько опций для получения чертежей талисманов. В том же лабиринте, про который мы с вами говорили ранее, двухдневном мероприятии «Убийство зверей», где мы получаем небольшое количество чертежей талисмана, и данный ивент вам доступен 7 поколения героев.
И в ролике про талисманы мы с вами это тоже уже обсуждали. В целом администрация добавила порог 16 уровней талисманов, но и дала нам возможность чуток прокачать талисманы всем нам работягам. К чему я вам это говорю? Все чаще на различных форумах игры появляется информация о том, что нам могут добавить новые уровни снаряжения губернатора. Талисманы нам уже порог повысили, а вот снаряжения нет. Четкие даты выхода всех новых уровней снаряжения я, к сожалению, сказать вам не могу, но рано или поздно это должно состояться. Талисманов нам надо прокачивать 18 штук, а снаряжение нам необходимо прокачивать 6 штук. А если ввели улучшение талисманов вплоть до 16 уровня, то вы все прекрасно понимаете, что рано или поздно администрация ведет улучшение и снаряжения губернатора. Сейчас на экране вам показываю информацию про возможные новые уровни снаряжения губернатора. Это сугубо инсайды, не более. Они были на китайском языке, но спасибо моему товарищу, что смог переделать для вас в читабельном виде. Кому интересна данная информация, если вы хотите с кем-то поделиться, то можете взять данное фото в телеграм-канале под постом с этим роликом. И в конце хочу вам озвучить небольшой анонс от разработчиков, который вышел во время съемки видео. Нас с вами ожидает новый ивент Tundra Hellfire. Ролик про мероприятие вы можете посмотреть на официальной странице игры в Инстаграме либо Ютубе. Как только выйдет данное мероприятие у нас на сервере, я вам обязательно сниму информацию про новый ивент. Вот мы все, что вам хотел рассказать сегодня. Кто-то сейчас может написать в комментариях, что все это плохо, очередной донат и так далее. Но я стараюсь себя всегда готовить на позитив. Очевидно, что китов мы с вами никогда не догоним, но добавляя новые опции для участия, всегда нам дают какие-либо бонусы в игре в виде ресурсов. Лично у меня двоякое мнение касательно этого всего. Но если будут где-то опции в виде добычи ресурсов, то я всегда этому буду рад. Вот допустим в том же лабиринте. Кто играет давно, как и я, тот знает, что любой вид ресурса всегда было тяжело добывать. Про мифрил я вообще молчу и фрагменты кристалла огня. А тут нам добавили целый магазин, где мы можем добывать ресурсы без доната. А ресурсы эти на самом деле важные. Тот же тиран. Да, это битва китов. Но мы, работяги, всегда можем получать там ресурсы за участие. Они как минимум не уступают наградам в битве за замок. Да и в целом что-то новое всегда интересное. А если там еще награды за предоставление за участие, то я всегда этому буду рад. А киты пусть сами воюют между собой. А мы, работяги, будем наблюдать и драться с теми же, кто нам ровня. Я выразил сугубо свое мнение. А вы напишите свое в комментариях. Будет интересно почитать. Ну и, конечно же, по классике. Это мой тестовый ролик. Все инсайды мы в Телеграме обсуждаем с большинством из вас. Если вам зашел такой формат, обязательно напишите об этом в комментариях. И тогда, если я увижу положительные отзывы, я буду стараться все новые инсайды выкладывать не только в Телеграме, но и в Ютубе. Вот такие новости и инсайды у нас вышли сегодня, друзья. Похоже, Whiteout Survival готовит нам действительно жаркие времена, и впереди нас будет ждать еще больше неожиданностей. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете про 12 уровень войск и новое снаряжение. Интересно будет почитать ваше мнение. А если вы хотите быть в курсе всех свежих событий и получать инсайды еще раньше, заглядывайте в мой телеграм-канал, ссылка в описании. Там я делюсь новостями, мыслями и отвечаю на ваши вопросы. Спасибо, что были со мной, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и до встречи в новых видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.